Всем доброе утро. Так, друзья мои, как вам обещала, дарю вам ритуал защиту пращура. Сейчас, секунду, поправлю. Между прочим, вот об этих свечах хочу сказать. Замечательные свечи. Это мне с Украины отправили. Они просто так тают, вот, ну просто незаметно. Абсолютно нету ни, скажем, воска, ни парафина, ничего. Они прямо растворяются. Вообще замечательные свечи. Специально вытащила вот этот вот подсвечник для этих свечей, поскольку они маленькие, удобные. Ой, спасибо за все эти, скажем, атрибуты, ингредиенты, все, что мне отправляют. Перейдем к работе. Пращур, этнарх, родоначальник. Для того, чтобы полностью понять, откройте недавний мой ролик, лекцию «Защита рода. Пращуры». Кто такие пращуры? Пращуры – это наши родоначальники. Даже если ваши родители или ваши недалекие, скажем, недавние предки, там бабушки, дедушки, чем-то не очень, скажем так, не очень такие, как хотелось бы, в любом случае не забывайте, что наши пращуры, они нас не оставляют. Это те, которые основали род. Почему наши родоначальники, этнархи нас защищают? Потому что мы даем им силу, даем им энергию. Мы их вспоминаем, снабжаем их энергией. Благодарность за это они защищают свой род. Чем дольше будет род длиться, чем сильнее он будет, тем больше идет, скажем, грубо говоря, благословление туда, и тем больше идет энергии их душам. Мы все должны знать, что мы связующее звено между нашими предками и потомками. Мы должны помнить наших предков, а наши дети будут помнить нас. Вот это и есть поколение, это и есть род. Не обязательно знать своих этнархов. Даже не то, что не обязательно, невозможно их знать. Потому что этнарх каждого из нас жил непонятно когда. У кого-то этнарх жил там тысячи лет назад, у кого-то несколько сотен лет назад. Один из, скажем, представителей семьи отдельно создал свой род. Когда прерывался род, когда воссоздавался, мы знать не можем. Мы можем только обратиться к духу, к силе этнарха нашего, то есть пращура, и попросить его помощи. Для того, чтобы картина была общая, я вот по новой перезагрузила алтарь предков. И на моем канале он есть. Чтобы защита была более сильная, более, скажем так, как бы совершенная, да, так правильно будет. Желательно сделать вместе, в совокупности. Правда, в разные ночи, но в совокупности эти два ритуала. Когда вам потребуется защита пращура? Когда у вас разрушение жизни, когда у вас безысходность, когда суд, когда клевета, когда вы стоите просто уже на пороге каких-то разрушений, и у вас просто уже нету сил с этим всем бороться, проведите защиту пращура. Если у вас особенный случай, проведите 3 ночи кряду. Если не очень особенный, и как бы вы сразу почувствуете защиту, идущую оттуда, значит, достаточно одной ночи. Но, по крайней мере, как бы там ни было, эта защита у вас будет. Вам понадобится черная ткань на алтаре и на полу. Вокруг вас должны быть 13 черных свечей из воска. На алтаре вино, кусок черного хлеба,
благовония и могильник. Окуриваем траву могильник, зажигаем по кругу свечи, становимся посреди и читаем 13 раз. Оставляем свечи догореть. На следующий день вино переливаем в какую-нибудь емкость. И этот черный хлеб вместе с огарками свечей 13 монетами выносим и оставляем под деревом. Со словами «откупаюсь» и уходите. И если вы на грани развода, очень может быть, что ваш супруг одумается, вернется и продолжит и ваш род, и вашу семью. Если вы, скажем так, подвергаетесь гонениям, если перед вашим носом судебное дело, если вы остаетесь на улице и прочее, прочее, очень может быть, что колесо судьбы повернется обратно в вашу сторону, и все поменяется в вашу пользу. Невероятно, а так и будет, если вы сделаете как положено, как сказано. Читать. Выключайте свет в доме. Можете в далекой комнате оставить, если боитесь. Но в том месте, где вы должны читать, не должно быть ни детей, ни животных, никого, кроме вас. Слегка приоткройте окно. Когда будете читать, дом будет идти ходуном. Бояться нечего. Духи ваших предков идут вам на помощь. Вы же их сами звали. Будет трясучка, будет некий страх. Очень может быть, что вы даже почувствуете присутствие кого-либо. Не бойтесь. Продолжайте читать. Зеркала закройте. Пусть таких больших зеркал в том помещении, где вы читаете, не будет. Потому что вы можете увидеть там тени и можете испугаться. Можете остановиться. Такие моменты были. Начали. Читать нужно в темное время суток. Желательно после 8, после 9 вечера. Или ранним утром. Но чтобы была тьма. Рекомендую тем, кто хочет защиты, у кого очень трудная ситуация, защиту Сулишкан. Откройте, тоже читайте. Это очень, очень сильно. Тьма и свет, сгущайся. Врата вечности откройтесь. По праву крови я взываю к предкам, к пращурам своим. Мои деды и прадеды, бабушки и прабабушки, этнархи рода моего, мои отцы и матери. Я носитель вашей крови. Я продолжение рода вашего на земле. Восстань, кровь моя, души родных предков, образуйте круг. Пращуры мои, этнархи рода моего, услышьте меня. Я прошу вашей защиты. Окружите меня силой рода моего, невидимой стеной. Отстраните от меня врагов моих, кто ищет погибели моей, пусть сам погибнет. Кто желает навредить мне, пусть сам падет. Защитите меня, пращуры мои, оберегайте ваше продолжение. О стена невидимая, сила моей крови, мощь моего рода, защита моих пращуров, да будут моим оберегом отныне. Тьма и свет, сгущайся. Сила пращуров моих, оберегай меня. От суда и судьи, от разорения, от огня и воды, от убийц и воров, от ранней смерти, от вражьих капканов. О пращуры мои, да будет со мною ваша защита, да будет крепким наш род, да будет неуязвимым он, удачливым и могучим во славу вашу. Заклинаю.
13 раз прочитайте. И стойте в кругу столько, пока свечи хотя бы не дойдут до половины. Потушите пальцами и выходите из круга. Эту черную ткань можно использовать и в других ритуалах. Все, что на алтаре будет стоять, так и остается до утра. Утром перелейте это в банку, какую-нибудь емкость, вместе с этим куском хлеба, 13 монет и эти 13 огарков свечи. Оставьте под деревом со словами «откупаюсь». И вы увидите, что будет случаться с людьми, которые хотят против вас что-то делать. Без слов это вам будет видно. А теперь позвольте мне идти, у меня еще несколько дел, а потом я буду отдыхать. Но пока я их не сниму, наверное, не отдохну. Я такой человек. Всем удачи. Пользуйтесь во благо. Вы нигде такой не найдете, поэтому относитесь, скажем так, с особой бережливостью к этому всему. Это вам больше никто не даст. Не даст не потому, что жадные, а потому, что у них нету этого. Вот в чем дело-то. У них этого нет. Они бы с радостью вам дали, но у них этого нету. Единственное, что они могут придумать, что это там как кот за мышью, мышь за коровою, там так и пускай мужики за мной бегают. Это все, что они вам, собственно говоря, дадут, потому что на больше их фантазии, мозгов, ума и знаний не хватит. Собственно говоря, да. Всем удачи.